Всем привет, меня зовут София, и я американка. Я хочу, чтобы вы привыкали к английским словам story time. Story time. Я всегда это говорю перед тем, как рассказать своим друзьям историю о том, что со мной произошло. So, story time. Dear Diary. В воскресенье у нас был День матери, но я не могла хорошо его отпраздновать, потому что у меня нет семьи здесь. Мы с сестрой отправили настоящие цветы маме, но так как была очень хорошая погода, я подумала, что я могла также снять видео о садах здесь и отправить ей все эти виртуальные цветы. Это было просто предназначено для практики. Я не планировала делиться ее. Извинения, если снимки выглядят плохо. Я видела голубой дом с красивым садом, и я решила сохраню лучше напоследок. Я ходила по улицам в районе, и потом вернулась в голубой дом, чтобы закончить съемки. Пока я снимала видео, мужчина вышел из дома и увидел меня. Он подошел ко мне, и я начала хвалить его сад, но он прервал меня, сказав, что он не говорит по-английски. Я смотрела на его, я слышала его акцент, и я спросила: «Hablas español?» Он улыбнулся и воскликнул «Sí!» И я объяснила все по-испански. Señor, perdóname por favor, es que yo vivo tan lejos de mi mamá y quería mostrarle un poco de la naturaleza que tenemos en Oregón. Pensé que podía empezar con los jardines enfrente de las casas y de verdad, señor, lo suyo es el jardín más bonito en toda la calle. Мы говорили чуть-чуть о саде. Потом он сказал, что на заднем дворе есть теплица, и мы зашли за дом. En California, de donde agarré estos, Sí. echan una flor bien bonita. Ajá. Aquí estos no han floreado, estos se han floreado. Les dura tres días la flor. En la noche florean y cuando viene el día se cierra y nada más dura 3 días. Я не была готова взять интервью у него, и так как я не знала его достаточно хорошо, мне было неудобно, чтобы спрашивать у него, не возражает ли он быть на камере. Поэтому вы только видите кактусы. Pero es mucho trabajo. Sí. Hay que trabajar mucho. Sí, pero es mi pasatiempo. Tiempo, sí. Qué lindo pasatiempo tiene. Sí. Sí, это. Его жена пришла домой и услышала наши голоса в теплице. Мы вышли, и ее муж объяснил, что происходит. Она присоединилась к нам и рассказывала мне о ее растениях: тимань, базилик, кинза, клубника и о птицах. Tengo 55 años y nada más una vez he ido al doctor, ya no me duele nada, no estoy enfermo de nada. A veces
me curo con de estas hierbas o a veces la señora lo que cocina. Nomás Y que también yo no sé. también nos curamos con esta. Mira. ¿Esta es la Esto medicina? también nos curamos. Sí. Le digo que florean estos 3 días, les dura la flor, dale, pues. Sí. Ya digo, y se muere, pero sí. Todos los que están por ahí, cada Y ya vez les se conté que es olvida. una, espérate, Teresa de esta. Ella la quiere sacar. Esta. Pero no, muévela para allá. Porque... No, pero déjala para la niña, la corte. pues, No, tienes tanto pájaro, déjalos a mí me gusta, a mí me alegra. A ver, esa se sale, esta se sale solita para afuera. Nada más que ya le cerré porque luego viene el gato y se la come. Pero se pone enojada. Tengo yo una gata, una negra, pero por ahí está dormida. Este no es mío, pero es de mi niña. Честно говоря, я немного растерялась и просто позволила разговору сосредоточиться на кактусах и птицах. Но было очень весело. Меня пригласили еще раз в гости, и в конце жена подарила мне розу из сада. Они были такими добрыми, и их гостеприимство было спонтанным и естественным. Я была на 7-м небе от счастья. Anyway, хоть я еще учусь обращаться с фотоаппаратом, и снимки не самые удачные, я хотела бы поделиться этим опытом с вами. Надеюсь, вам понравилось мое импровизированное приключение. Пока я думала о садах здесь, я поняла, что единственный раз, когда я видела сады в России, это было на дачах. Все русские, которых я знаю, живут в квартирах. Но я часто слышала, что Москва и Питер — это не вся Россия. Я часто это слышала. Я знаю. Я тоже была за город в Новгороде, в Петергофе, в Звенигороде, но это, наверное, тоже не считается все так и слишком близко. Так что, пожалуйста, напишите мне и скажите, похоже ли это на то, где вы живете, чтобы я знала больше. Я жду. Окей. Ну все. Спасибо и до встречи.